В маленьком городке, окруженном зелеными холмами и цветущими садами, жили две сестры, Лена и Катя, которые были неразлучны с самого детства. С самого раннего возраста они вместе играли, учились и делили все радости и печали, становясь не только сестрами, но и лучшими подругами. Когда обе сестры стали матерями в один день, их счастье достигло новых высот, наполнив их жизни еще большим смыслом. Лена родила мальчика по имени Макс, который с первых дней своей жизни стал источником радости для всей семьи, а Катя сына, которого назвали Илья, и его появление также принесло свет и улыбки в их дом. Сестры были счастливы и полны любви, и их семьи стали проводить много времени вместе, радуясь материнству, делясь опытом и поддерживая друг друга в радостях и трудностях, которые приносила жизнь. Они организовывали совместные прогулки, праздники и вечерние посиделки, что укрепляло их связь и создавало незабываемые воспоминания для них и их детей. Прошло 5 долгих лет, и в жизни обеих сестер произошел неожиданный поворот, который навсегда изменил их судьбы. Однажды, во время семейного праздника, когда они собрались в кругу близких и друзей, разговор зашел о детях и их достижениях. Лена и Катя начали вспоминать, как проходили их роды, делясь забавными и трогательными моментами. И вдруг одна из них заметила, что у сына Кати есть родимое пятно на запястье, которое было точно таким же, как у Лены. Это вызвало у сестер неподдельный интерес и удивление, и они решили проверить документы о рождении своих сыновей, чтобы выяснить, действительно ли это так. Когда они сравнили записи, шок и недоумение охватили обеих, заставив их замереть на месте. Оказалось, что их дети были перепутаны в роддоме, и эта неожиданная правда перевернула их представление о семье и материнстве. Сестры не могли поверить в то, что произошло, и их головы заполнились вопросами о том, что делать дальше и как это повлияет на их жизни и жизни их детей. Лена и Катя не могли поверить своим ушам. Они обменялись взглядами, полными растерянности и удивления. Как такое могло произойти? Они не могли представить, что все эти годы воспитывали сыновей друг друга. Вместо того, чтобы погрузиться в негативные эмоции, сестры решили разобраться в ситуации. Они встретились с врачами и работниками больницы, чтобы выяснить все детали произошедшего. В процессе общения они поняли, что ошибка была случайной и что никто не хотел причинить им боль. Это помогло им успокоиться и осознать, что их сыновья были счастливы и здоровы. Сестры решили, что не будут разлучать детей. Вместо этого они начали проводить больше времени вместе, чтобы позволить Максу и Илье познакомиться друг с другом и стать настоящими братьями. Они организовали совместные игры, походы в зоопарк и пикники. С каждым днем их связь становилась крепче, и они начали воспринимать эту ситуацию как возможность для укрепления их семейных уз. Спустя некоторое время Лена и Катя поняли, что их отношения стали еще более глубокими. Они стали поддерживать друг друга не только как сестры, но и как матери, которые теперь делили важные моменты в жизни своих сыновей. Вместе они справлялись с трудностями, смеялись над забавными ситуациями и радовались успехам своих детей. Так, несмотря на неожиданный поворот судьбы, Лена и Катя стали еще ближе, а их сыновья выросли, зная, что у них не только мама, но и настоящая семья, полная любви и поддержки. Это история о двух сестрах, которые, несмотря на трудности, нашли способ сделать свою связь еще сильнее. Стала для них настоящим уроком о том, что семья — это не только кровь, но и любовь, понимание и поддержка. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.